Вы же женаты, да? Да. Есть человек, которому есть чувства. Нет, свободен абсолютно. Я замужем, мужем много-много лет. С женой. Парень есть, да. У меня есть жена, да, я женат, у меня есть жена, мы уже расписаны, женаты, скажем так, более 7 лет. Вы на данный момент живете со своей девушкой? Да. Не замужем, детей нет, отношений тоже пока нет, отдыхаем. Всех отдыхаем. Национальность точно нет, а по поводу критериев, наверное, меня привлекает интеллект в человеке и осознанность. То есть, если человек не проработал какие-то свои кармические хвосты, какие-то свои кармические уроки, то, наверное, будет тяжеловато немножко строить какую-то здоровую коммуникацию, но в любом случае я не отказалась бы от человека, даже если бы узнала что-то в моменте отношений, что у него там что-то не так. Естественно, это все решается, это решается с помощью разговоров, поэтому, наверное, самое главное — это просто чтобы человек был осознанным, интеллектуальным, и мы словили с ним какой-то коннект общий, и потом уже развивали все, что между нами имеется. По поводу образования не скажу то, что важно. Конечно, приятно, когда у человека есть условно высшее образование, либо он сейчас учится в университете или в магистратуре, неважно, потому что все равно это потом влияет на какое-то дальнейшее развитие жизни, и, наверное, человеку самому будет приятнее иметь высшее образование, чтобы как-то плавать в этом обществе. Нет, у меня на самом деле никогда я такой человек, я думаю, у всех такое, мне кажется, у меня никогда не было никаких критериев национальности, по внешнему виду, по цвету волос, по цвету глаз, в принципе, самое главное, не знаю, чтобы было о чем поговорить. И все. На самом деле, очень сильно привлекает меня уверенность в себе людей. Очень умные, интересные люди меня привлекают, с которыми есть о чем поговорить. То есть, наверное, больше в эту сторону. Национальность, наверное, да. Мой супруг русский, и если речь идет об иностранцах, мало, наверное, у меня было таких, в принципе, знакомых, поэтому никогда не задумывалась, честно, даже над этим вопросом. А касаемо качеств, просто человек должен быть активным, либо, по крайней мере, он должен не мешать твоей активной деятельности, поддерживать себя в трудную минуту, потому что в партнерстве это очень важно. Взаимоподдержка тоже очень важна. Наверное, честность, доброту, отзывчивость. Сложные такие вопросы, глубокие достаточно. Интересный вопрос. Наверное, тут, понимаете, мы с женой познакомились, скажем так, в таком возрасте, не ребяческом, да, когда ты уже и головой, и душой, и телом понимаешь, что это твой человек, это настолько быстро все произошло, мы так быстро так определились, что мы хотим узаконить свой брак, а по каким конкретным критериям? Тем, что человек просто мне душой подходит. Я не знаю даже, как правильно сказать. Это, наверное, и есть любовь. Потому что, меня не ограничивают в свободе, меня не ограничивают в каких-то движениях. То есть я захочу с ребятами встретиться, пожалуйста, встречайся. То есть, элементарные вещи, они мне допустимы. И, наверное, с моей стороны то же самое. Поэтому мы друг друга в этом нашли. Гармония полная, процветание, и дай Бог нам долгих лет жизни и счастья. Я думаю, что образование имеет место быть. Почему? Потому что самая главная ценность для меня в мужчинах – это мозги. Не внешность, а именно мозги. Когда у мужчины есть некий опыт за спиной, стремление, мотивация, он будет такой защитой, опорой для своей жены, для своей женщины. И за таким мужчиной в России есть такой термин, как «за каменной стеной». Мне кажется, это здорово, когда ты знаешь, что у тебя есть классный тыл. А для того, чтобы он был действительно классным, полноценным, мужчина должен понимать, что он делает, для чего он делает, как он делает, для кого он делает. И женщина ощущает этот тыл, эту заботу о ней. И это очень здорово. Жесткость. Наверное, мотиватор, девушка-мотиватор.
уже ради которых хочется ходить на работу и добиваться своих целей. Блин, но на самом деле критерий, наверное, один такой важный, чтобы человек был достойным, чтобы с какими-то правильными мыслями в голове, правильными устоями жизненными, чтобы жизненные ценности совпадали и шли, в общем, по одной дорожке, не в разные стороны. То есть все равно мысли должны быть направлены в одну сторону. Как бы вот и родственная душа. Вот, то есть я искала именно это. И, собственно, и нашла. Не было никакой принципиальности. Я сама из семьи, в которой отец мусульманин, а мама русская. И как бы христианка. То есть у меня 2 религии в семье. Поэтому как бы вообще не принципиально. Какая разница, кто, какая религия, национальность, когда главное, что вот здесь и вот здесь. Работа, может быть, конечно, имеет какую-то важность, потому что есть люди, которые там уезжают на вахты и еще что-то, то есть, это сложно, конечно же, потому что ты, по сути, вечно один. Вот этот только момент. А так, мы работаем с ним здесь вместе, поэтому как бы не было какого-то, что вот он должен быть таким-то, но так не бывает в жизни. Это могут быть конфликты и на религиозной почве. Это разность культур, обычно разные национальности, это обычно и разные культуры. Как следствие, могут быть несостыковки, трения. Это всегда сложнее. Тогда как когда человек внутри одного менталитета, они просто легче находят общий язык. Хороший вопрос. Дело в том, что это мой не первый брак, второй. И нынешняя супруга была полной противоположностью первой. И, соответственно, это, видимо, и сыграло, что, чтобы что-то поменять, раз здесь не получилось, да, надо, значит, видимо, сделать как-то по-другому. И здесь было это по-другому. Вот. И все хорошо. Ее максимальную помощь мне, и она полностью на себя забрала обязанности по дому. И у меня нет головной боли о том, что я приду домой, и у меня что-то не сделано, и у меня что-то не так дома. Дома всегда все хорошо. Вот. И, соответственно, я полностью сосредоточен на работе. Я прихожу сюда в 7, ухожу в 10 вечера почти каждый день. И, соответственно, то есть у меня, еще раз говорю, я прихожу, я знаю, что у меня дома все в порядке. Поэтому прям все здорово. По критериям, к чему душа лежит, вот так я бы сказал. То есть сердце, душа, чтобы тебе было комфортно с этим человеком, наверное. Вот. Были, наверное, еще определенные критерии, наверное, внешние, были внутренние критерии. Конкретных не могу назвать, что прям вот это должно быть там модель под 2 метра ростом, к примеру. Нет. Вот, наверное, больше общения, да, чтобы комфортно было в общении. Первый критерий – это визуал. Тут не будем стесняться. Если человек спортивный, как минимум, да, если девушка спортивная, то, значит, она и дисциплинированная уже. Если уже создала тело какое-то, значит, и дисциплина есть. Значит, уже самодостаточная. Поэтому, наверное, первый критерий – это визуал. То, если она спортивная, то, значит, она уже дисциплинированная. Вот для меня это уже плюс какой-то. А дальше потом, когда узнаешь человека и понимаешь, что как там в голове сложено. Для мужчины, по-моему, все просто, да, в плане женщины. Женщина должна ему говорить, что он самый лучший, и, в принципе, она больше вообще ничего не должна. Вот и все критерии. Критерий конкретных особо нет, но, опять же, должен быть, если это про общее какое-то составляющее, должен быть добрый обязательно, любящий животных, детей. Это, не знаю, мне прям важный фактор, потому что у меня у самой 3 кошки, дома собака, и как бы для меня это и те, которые даже на улице, маленькие наши четвероногие существа, и в любом случае не прохожу мимо, всегда кормлю, у меня всегда в машине лежит корм собачий, кошачий. Мало ли что, там где-то я остановилась, увидела собачку, меня сразу вытащила, покормила. Вот. Щедрый, добрый, заботливый, понимающий обязательно.
национальность, я думаю, не сильно влияет, потому что главное, что человек был хороший, в принципе, для меня. Вот. Наверное, с спортсменами сложнее выстроить отношения, потому что у них свой график, и сталкивалась с этим, это тяжело. И поэтому, скорее всего, даже спортсменов для себя я не рассматриваю вообще абсолютно, потому что, я уже говорю, натыкалась, мне не очень понравился этот опыт. Он был опытом, и все, и как бы остался. И это не важно, национальность, вес, рост и так далее. Но рост, опять же, да, я маленького роста, поэтому хотелось бы там, наверное, вот 1,74 м, 5 плюс-минус, чтобы мужчина все-таки выше намного меня, а не на немного, потому что я люблю надевать каблуки, как бы, да, я в кроссовках хожу в зале, на каблуках в зале не походишь, вот, и поэтому, да, скорее всего, повыше, посерьезнее, поумнее обязательно, да, чтобы он меня куда-то тянул наверх, а не тянул вниз, или я там его вытаскивала куда-то. Вот, в принципе, я думаю, особо критериев как таковых их нет. Без образования, ну, сложно, я думаю, что поддержать темы, поддержать разговор. Хотя тут тоже спорный вопрос, потому что у меня многие знакомые закончили типа из серии 9 классов, вот, и потом начали заниматься бизнесом, потому что они там одни, вторые курсы, третьи, четвертые, пятые, ну, я говорю, опять же, от человека зависит. Если ему надо развиваться, он развивается, он может там 9 классов закончить. Но, опять же, образование – это все равно большой плюс, потому что разносторонний человек, он много что знает, он много к чему стремится и так далее. Ну, это 50 на 50, я говорю, это от человека очень много зависит, надо ему это или нет. Некоторые заканчивают и по 2, по 3 высших образования, сиди, я сама открою, поэтому, конечно, стержень обязательно должен быть и в мужчине, и в девушке, нужно саморазвитие обязательно, без этого никуда, но иначе ты будешь стоять на месте, и ты будешь неинтересен ни как клиентам, ни как обществу, ни как друзьям, даже и с родителями будет сложно общение, я думаю, так. Финансы общие, все, что касается быта. Муж готовит завтраки, практически всегда, каждое утро. Я справляюсь по дому. Совместный досуг у нас с недавнего времени бег. Но он скорее такой сезонный, то есть в летние периоды мы вроде как вспоминаем, что мы вместе хотели бежать, вот, в зимние периоды, ну, он самый, наверное, спортивный в семье у нас это я и дочь, а муж воздерживается. Он стройный от природы, ему не нужно заниматься спортом. Да. Ты как сказать, какой-то, ну, вообще с собакой я гуляю, собака на мне, что на мне еще? Мусор на мне, посудомоечная машина на мне. Вот это все там пропылесосить, полы помыть, это она мне не дает делать, потому что говорит, что я это плохо делаю. Насчет финансов, ну, один общий счет у нас, грубо говоря, я работаю, она тоже у меня сейчас учится, работает, и один общий счет, если кому-то что-то надо, то как бы с этого счета берутся деньги просто, и все, никаких нету, грубо говоря, ограничений. То есть нет никаких подсчетов? Ни в коем случае, ни в коем случае. Нет такого. То есть, если я, допустим, в отношениях с человеком, и он зарабатывает меньше, чем я, меня это никак не будет волновать, даже, ну, будь это парень или девушка, вообще не важно. Что впоследствии, когда отношения будут развиваться, мы можем вместе как-то построить нашу личную жизнь, и если мой любимый человек захочет зарабатывать больше, то я только поддержу его и скажу, да, давай вот вместе что-нибудь придумаем, либо просто поддержу его в каких-то его новых начинаниях. Вот. Но по поводу семейных обязанностей я считаю, то, что все должно быть как-то равноценно. То есть, если у меня, допустим, нет ресурсов, то человек, с которым я нахожусь в отношениях, он может что-то сделать за меня, а я что-то за него. И если на начальном этапе развития отношений это все обсуждалось, то намного легче будет выстраивать какую-то коммуникацию в плане бытового всякого вот этого вот ведения. А распределение финансов, ну, тоже как бы это важно. Потому что если это уже совместная жизнь, то нужно как-то планировать будущее, строить семью. И, наверное, я придерживаюсь того, что на начальных каких-то этапах можно делать все пополам. Ну, то есть
кто захочет. Все зависело от периода жизни, потому что у меня были сложные периоды, когда я был без работы, и основную финансовую нагрузку брала на себя супруга. Вот. На данный момент у нас, конечно же, определенные, как говорится, зоны поделены. Что-то берет жена на себя, что-то беру я на себя. Естественно, стараюсь максимально больше, да, то есть все затраты, покупки, продукты, коммуналку и так далее, это все, конечно, на мне. Ну, и также вещи, обувь, одежда и выходы в рестораны, и походы, и поездки, это все на мне. Вот. То есть, как бы, если надо, у нас дома всегда есть место, где лежат деньги. Жена знает, что можно туда открыть, взять. Можно даже мне об этом не предупреждать. Хотя она туда никогда и не лезет. Вот. То есть, есть общие деньги, есть у нее деньги, есть у меня деньги. Вот. Как-то мы над этим вообще никогда не распределяли. Ты будешь за это платить, а я за это. Вот как-то оно само по себе выстроилось. Я точно так же не знаю, сколько получает моя жена, и она не знает, сколько получаю я. Хотя, если она меня спросит, я отвечу, если я ее спрошу, она мне тоже ответит правду. Но мне абсолютно этот вопрос не интересен, так же, как и ей, наверное. Это тут троеточие. Вот. И поэтому мы как-то так спокойно распределяем, как говорится, наши общие деньги. И, ну, в принципе, финансовых трудностей мы не сталкиваемся. Говорю, за исключением был период, когда я менял клуб, переходил с одного как раз вот сюда. И пока я нарабатывал свою базу, да, мне там какой-то период было сложнее. Ну, потом мы и семья, мы друг друга как бы помогаем, выталкиваем, и в целом все у нас получается. Вроде бы как. На мне я сразу определил свою зону. Для меня это очень важно. Я забираю туалет с ванной. И у меня там должно пахнуть доместосом, у меня там должно пахнуть хлором так и блестеть белым так, что аж глаза должны уставать от этого. И поэтому я туда прям закрываюсь на 2 часа, вымываю все. Для меня это очень важно. Как в аптеке, как в больнице. Вот. Все остальные зоны пропылесосить без проблем. У нас Dyson пылесос, очень удобно, рекомендую. Веник выкинули, все выкинули. А все остальное жена. То есть, как бы, ковры вытрусить, там, пропылесосить. В общем, наверное, напополам. Вот. Посуду в практически не моем, есть посудомойка. То есть, если что-то нужно, да, помою. То есть, мне не сложно помыть посуду, мне не сложно подмести, мне не сложно убрать за кошкой, мне не сложно вытрусить ковры, мне не сложно протереть зеркало. Вот. Или помыть полы. Мою я не шваброй, кстати, а руками, как это вот в Советском Союзе, так чище. На самом деле. Но большую часть финансов он берет на себя, конечно же, но и я там, есть какие-то негласные правила, что я там оплачу, какие-то интернет, коммуналка и так далее, там, да, это лежит на мне. Основная там часть продуктов на нем, естественно, оплата жилья и так далее. То есть, так, в принципе, плюс-минус пополам. Естественно, он больше, как мужчина, на себя берет. Но бывают разные ситуации, когда, там, например, у него просадка. Естественно, я могу что-то на себя взять. То есть, мы вечно вот так вот. Как бы у нас это все происходит как само собой. То есть, если я вижу, что ему нужна моя помощь, окей. Если нет, то как бы и он мне даст больше и так далее. Нет такого специально, чтобы там садиться, так, ты должен мне вот это. Нет, такого не было. Если ему это будет важно, почему бы и нет? То есть, почему нет? Хочет, давай поделим. Но как бы жизнь пополам тоже не очень классная история, потому что на женщине, как правило, обязанности готовить, убирать, стирать и так далее. То есть эти я же обязанности выполняю, но если мы будем делить финансы, значит, мы должны делить бытовые какие-то обязанности пополам. Нет, он мне помогает, а я... на мне, естественно, готовка какая-то такая вот, чтобы я там иногда сижу, такая, так, нам нужно вот это, купи, и либо сама схожу, куплю, как бы по возможности, по работе, кто более свободный, а готовка полностью на мне, да. Мне нравится, когда я приготовила покушать, он пришел и счастливый, довольный, ого, что ты приготовила, вау, как это вкусно, но это, конечно же, приятно, это наполняет какой-то энергией. Меня полностью это все устраивает, потому что, все-таки женщина должна женскую роль занимать, мужчина мужскую. Мужчина всегда добытчик, а женщина это хранительница очага. И я думаю, что не нужно менять эти устои в жизни. Каждый должен нести свою роль. Скажем так, у кого же чего больше получается?
То есть при ее даже полной занятости ее доходы не были адекватны, скажем так, затраченным усилиям. То есть, когда человек приходит домой, садится в кресло, и прошу прощения за такие подробности, снимает до половины штанину одну и сидит, и может еще 15 минут сидеть втыкать. Это нормально, девушка так не должна работать. Вот. Я говорю, ты как? Ну, такая, устала. Ну, нет. Я говорю, давай я буду уставать, а ты, так или иначе, с собой занимайся. Вот. И да, нашли то, что подходит. Она работает, но она работает в очень комфортном режиме, чтобы совсем не заскучать дома, чтобы совсем не стухнуть. Вот. У нее рабочий график 2 раза в неделю. То есть у нее есть хобби, которым она очень увлечена. Она занимается выпечкой, она кондитер. И то есть, если у нее получится... Вот недавно, например, у нее был заказ на свадебный торт. Соответственно, чтобы вы понимали, приготовление торта такого масштаба – это не день, не 2. То есть это сначала ты выпеки одно, приготовь, замеси крема другое, они должны все отстояться, стабилизироваться и так далее. Это, короче, там геморрой, наука. Окей, если она в этом будет реализовываться, да вперед, из песни. То есть это требует много времени, окей, занимайся. Опять-таки, вся техническая часть на мне, например, да, то есть она заказала шкаф, я его собираю, конечно, да, то есть все прикрутить, все подтянуть, чтобы ничего не скрипело, чтобы все было нормально, чтобы ничего не текло. Это, конечно, все на мне. Ну, если были отношения, допустим, финансовые, и мне хотелось бы работать тоже, и мужчина мне должен зарабатывать больше намного меня, это безусловно. А домашние заботы и работы, и кто чем хочет заниматься. Не только потому, что он должен помогать, нет, а потому что ему хочется мне помогать. Это, безусловно, потому что человек ничего не заставишь делать. Он должен сам к этому прийти, что ты должен помочь, чтобы в дальнейшем было все комфортно, все стабильно. Сейчас уже 21 век, сейчас все стирают, убирается, все с помощью машин. Вот, это между друг другом на 50 на 50. У кого есть свободное время, здесь без всяких каких-то там этих. Есть возможность между тренировками, сам себе постирал, закинул. То есть, опять же, это все секундная история, то есть все сейчас на кнопочку нажал и все работает. Я бы так распределил. Если женщина хочет работать, она работает. То есть ей работа должна доставлять удовольствие тогда. Если ей она не нравится, пусть и не работает. Самое главное, я же говорю, чтобы она мне дома говорила, что я самый лучший. А базу я буду, я думаю, постараюсь, во всяком случае, как я все время это делал, обеспечивать сам. Вот как-то так. Вы знаете, вот это некое партнерство, да, про которое вы говорите, я считаю, всегда все моменты нужно обговаривать. Нет такого, что я пришел, я буду давать тебе 50% зарплаты, 50% прятать, наверное, в карман или со стороны женщины. Возможно, да, та же история, потому что у меня очень много девочек-подруг, которые зарабатывают больше своего мужчины. И я благодарна, наверное, случаю, Богу, не знаю, стране, социализации своей, о том, что люди, которые вокруг меня, они разговаривают друг с другом о том, как это должно быть. У меня есть девочка, которая занимает очень большой пост, да, она содержит семью, но ее мужчина настолько тыл в быту, и они настолько гармоничны друг с другом, он настолько ее любит, устраивает ей какие-то сюрпризы, кино, какие-то поездки. Почему нет, если им комфортно в этих отношениях? Если мужчина, опять же, много зарабатывает, и женщина работает, но, наверное, здесь нужно договариваться, да, об обязанностях, которые дома. И дома, в быту, и, опять же, в каких-то своих точках соприкосновения и роста. Финансы на данный момент мы с ней поспорили, что я буду зарабатывать больше нее. Она пытается сейчас в спорте, именно как профессиональная спортсменка, выйти на стабильный заработок. Я пытаюсь сейчас на данный момент здесь выйти больше на стабильный заработок и преувеличить свои доходы, чтобы не уступать ей. Насчет того, как доходы распределяем, в принципе, распределяю все я,
как бы ее деньги – это ее деньги, мои деньги – это мои деньги, но все равно очень много денег я трачу именно на девушку. Даже когда меня этого не просят, я делаю очень дорогие подарки именно от всего сердца. И как бы девушка некоторых подарков, она еще пока что не понимает, потому что она очень скромная и многого от меня не требует в плане финансов. Ой, по быту все стабильно. У нас 50/50, мы очень чистоплотные оба. Как бы за любые мелочи друг друга начинаем грызть. Единственная, конечно, договоренность, это, наверное, насчет того, что она готовит, а я посуду мою. Вот и все. И это единственная договоренность, которая есть. А так, если меня что-то не устроит, именно в плане дома, квартиры, я лучше сам уберусь, потому что девушка тоже очень сильно устает, несмотря на то, что она не работает, а только тренируется, она все равно очень сильно устает, и хочется как-то помогать все равно по дому, по всему остальному. Финансовые обязанности больше на мне, хотя жена работает, но как бы в основном содержу семью я. Вот. По быту, на самом деле, у кого время хватает. Я спокойно отношусь к тому, что я помою посуду или полы, и иногда чаще я это и делаю. Ну, там, если у меня есть время на это. Пока и кто-то делает с кем-то уроки, кто-то может что-то сделать по дому. На самом деле я никогда не задумывался над этим вопросом, как-то всегда от этой темы далек был. Ну, это, наверное, феминизм, это же про равноправие, скорее всего. Ну, это вот про это. Грубо говоря, про то, что у каждого человека должны быть свои определенные права. Как и на законодательном уровне, так и просто на человеческом уровне. Я не углублялся в эту тему, потому что у меня нет в моем окружении людей, которые затронуты с этой темой, либо прям вот как-то прям феминистки. Но я понимаю, что это. Я даже не знаю, как к этому относиться. Я отношусь нейтрально. Ну, конечно, у всех свое понимание, наверное, феминизма, но есть девушки, которые я все сама, мне ничего не надо. Ну, блин, ну классно же, когда тебе стул отодвигают, классно же, когда за тебя где-то заплатили, ну это ты чувствуешь себя девушкой, что тебя любят и так далее. Плюс у нас тут как раз-таки с молодым человеком был диалог, и он мне говорит, вот почему женщины думают, что если там мужчина им все оплачивает, что значит мужчина главный. Но по сути же тогда женщина главная. За ней же ухаживают, ей же дают, ей же покупают. Ну, это же как вот, ну, как королева, которая преподносит, что-то дают. То есть, по сути, в этом состоянии не мужчина главное, а женщина. Ну, я все могу сама, я могу и дверь починить, и гвоздь вбить, но зачем мне это делать, когда у меня есть мужчина? Классно же сказать, там сломалось, что-то почини. И он такой идет с молотком, чинит, это классно, чем я пойду это делать, зачем оно мне надо, я пойду приготовлю что-нибудь. Все равно отношения – это что-то про взаимопомощь, про партнерство и так далее. То есть вы играете в какую-то игру в команде, и вы должны в этой команде где-то друг друга подхватывать, где-то кто-то силен в чем-то в этом, там, в беге, да, грубо говоря, как вот бывает, кто-то силен там что-то поднять, потащить, и зачем менять? Ну, это глупо, я считаю. Если я хорошо бегаю, а он хорошо там тягает, то зачем мне идти и тягать? Ну, это глупо, когда можно все оставить как есть, и классно будет получаться, будешь выигрывать эту игру и так далее. Всякое может быть, да, конечно. Опять-таки, никто никому никогда не мешает реализовываться. Никто никого ни в чем не ущемляет. Человеческие права в России, кстати, в отличие от всего мира, в частности, права женщины, узаконены в 1917 году вместе с приходом большевиков, тогда как хартия о правах женщин была подписана только в 1946. Как бы. Вот. Поэтому нет, в России с правами у девушек все хорошо, отдельно их защищать не надо. У нас для этого есть трудовой, процессуальный и любые другие кодексы. Более того, там, если мы рассматриваем такую неприятную процедуру, как, например, развод, суд в 90% случаев находится всегда на стороне женщины. Надо прям очень постараться, надо быть очень страшной маргиналкой, чтобы суд не встал на твою сторону, в смысле на сторону женщины. Поэтому специально
уделять этому внимание. Не нравится, скажу. Для меня феминизм, наверное, это когда женщина очень самодостаточна, ей никто не нужен, она обходится прекрасно без мужского пола, ее все устраивает. Зачем, если женщина и хорошо зарабатывает, она водит машину, она может обеспечить другого человека всем тем же самым, обеспечить там быт, уют и так далее. Но мне кажется, я старых правил, и для меня мужчина должен быть в семье в любом случае. Да, я тоже умею там и машину водить, и хорошо зарабатывать. Вот. И я не понимаю женщин, которые феминистки, что они против мужского пола. Ну, мне так кажется, что это именно то. Я самодостаточная, да, но в то же время я не понимаю, да, я не могу не работать. Я привыкла с 8 лет, что я работаю, потому что я понимаю, если я буду не работать, будет много непонятных моментов, даже если я буду встречаться с молодым человеком. То есть это не развитие. Я буду сидеть на месте, деградировать, мне будет скучно. Соответственно, от этого будут ссоры, конфликты и все остальное, потому что когда человек приходит уставший с работы, ты его немножко не понимаешь. Вот, и, как сказать, будет делание мозга, потому что а чем еще заняться? Я же сидела дома, ничем не занималась. Ну-ка, дорогой, иди сюда, давай-ка сделаем скандал. Ну, вот из этой серии. Нет, я не могу не работать. Я какое-то время назад я не работала совсем, и ничем хорошим это не закончилось. Я понимаю, что мне нужно работать. И я работаю в свое удовольствие, прежде всего. И это не работа как работа, это работа как хобби. Я прихожу сюда и кайфую. И у меня нет такого вечера, когда я пришла бы домой, такая, блин, завтра на работу, как я не люблю все. Нет, мне такого ни разу не было. Я с удовольствием с утра просыпаюсь, было бы это в 5 утра или в 7 утра. Ты просыпаешься, понимаешь, что кайф, ты едешь на работу, ты собираешься, ты красишься, ты делаешь девчачьи все дела, ты садишься в любимую машину, ты едешь по маршруту и понимаешь, что ты по дороге послушаешь музыку, зарядишься позитивным настроением, не знаю, посмотришь вокруг, ну, по кайфу все, мне кажется, так должно быть. Вот, по поводу феминизма в целом, наверное, вот общаясь с многими своими клиентками, вот, я считаю, что это минус для женщин. Работа для моей жены – это больше, наверное, отвлечение от семьи, от детей, от какого-то, то есть это выход в социум. То есть это даже больше не для, там, скажем, заработка какого-то, а именно выход в социум, чтобы общаться с другими людьми. Потому что, ну, если женщина оставит дома, понятно, что она будет вариться в одном и том же котле. Дети там, да, туда-сюда отвезти, там, готовка какая-то, уборка и все. Ну, то есть человеку нужно дальше как-то вообще с другими людьми общаться, так как он социальное существо. Феминизм. Ну, социально-политическая, да, у нас это такая история, которая борется за права женщин, за уравнение в правах, да, с мужчинами. Но для меня это фантастика. Это невозможно. Как бы они там ни боролись, не доказывали, сама мать природа распределяет гормоны у нас так, что мужчина более силовой, женщина более выносливая. И тут как бы мы не пытались, да, то есть мужик может что-то большое поднять, донести, убить мамонта, женщина может вязать носки, еще что, ну у нее просто-напросто хватит больше выносливости на это. И у женщин детородная функция, у нас другая функция, да, мы должны обеспечивать. Поэтому тут не знаю даже. Да нет. Точно нет. Ну, мужчине проще.